Всем привет, я Наталья, а это мой канал о вязании. Сегодня свяжем вместе вот такую милую симпатичную корзинку Лукошка. Корзина небольшая, диаметр донышка 17 сантиметров, высота стенок 11 сантиметров, две маленькие ручки у нее. Вязать корзинку я буду трикотажной пряжи бисквит, толщина нити 7 миллиметров, цвет курага. Расход на такую корзинку меньше одного моточка. И для вязания буду использовать крючок номер 6. В описании под видео добавлю ссылку на магазин, где вы сможете приобрести любые материалы для вязания, в том числе и трикотажную пряжу бисквит. А также добавлю промокод на скидку. Буду рада, если воспользуетесь моим промокодом. Начнем вязать? Формируем кольцо амигуруми. Кладем короткий хвостик нити на ладонь, оборачиваем нить вокруг пальцев, делаем вот такую петлю, заводим крючок под нижнюю нить, подхватываем верхнюю, вытягиваем, подхватываем рабочую нить, провязываем воздушную петлю. Снимаем кольцо с пальцев и в кольцо нам нужно связать 12 столбиков с накидом. Вместо воздушных петель подъема свяжем подъемный столбик. Заводим крючок в кольцо, вытягиваем петлю, провязываем 2 петли на крючке и вяжем еще одну воздушную петлю. Сделали подъемный столбик, считаем этот столбик как первый и вяжем в кольцо еще 11 столбиков с накидом. Связали, берем за короткий хвостик нити и затягиваем колечко. Затянули кольцо и делаем соединение в третью петлю. Первая, вторая, третья петля. Заводим сюда крючок, одеваем вот эту петлю на крючок, выводим на изнаночную сторону, снимаем петлю с крючка, заводим крючок, получившуюся перемычку, возвращаем петлю на крючок и провязываем петлю. Переходим к вязанию следующего ряда. Вытягиваем немножко петлю на крючке, оборачиваем вот таким образом нить вокруг крючка, подхватываем рабочую нить, провязываем и еще 2 петельки на крючке. Вот таким образом провязываем. Сделали подъемный столбик и считаем этот столбик как первый в ряду. И в этом ряду нам нужно связать в каждую петлю по 2 столбика с одним накидом. Первый у нас связан. В эту же петлю второй столбик довяжем в конце ряда. Находим следующую петлю и вяжем сюда 2 столбика с одним накидом. Находим следующую петлю и вяжем в нее 2 столбика с одним накидом. И так до конца ряда. В каждую петлю вяжем по 2 столбика с одним накидом. В конце ряда вяжем недостающий столбик с накидом в первую петлю. И делаем соединение ряда в первую горизонтально лежащую петлю. Соединили ряд и переходим к вязанию следующего. Поднимаемся на следующий ряд с помощью подъемного столбика.
Считаем этот столбик как первый. Всего в ряду после того, как мы связали в каждую петлю по 2 столбика с накидом, должно получиться 24 столбика с одним накидом. И в следующем ряду прибавки делаем через одну петлю. Сначала начнем с прибавки, то есть в первую петлю должно быть провязано 2 столбика с накидом. Один связан, второй довяжем в конце ряда. В следующую петлю вяжем 1 столбик с накидом. В следующую петлю вяжем 2 столбика с накидом. В следующую петлю вяжем 1 столбик с накидом. И повторяем снова 2 столбика с накидом в следующую петлю. И 1 столбик с накидом в следующую петлю. И продолжаем так вязать до конца ряда. Чередуем прибавку и одиночный столбик. В конце ряда вяжем 1 недостающий столбик с накидом в первую петлю. Всего в ряду должно получиться 36 столбиков с одним накидом. Делаем соединение в первую горизонтально лежащую петлю. И переходим к вязанию следующего ряда. Вяжем подъемный столбик. Считаем этот столбик как первый. И в этом ряду нам нужно вязать 2 одиночных столбика и прибавка из 2 столбиков в одну петлю. Первый столбик одиночный связали, в следующую петлю вяжем второй столбик. В следующую петлю вяжем 2 столбика с накидом. И повторим. Одиночный столбик. В следующую петлю одиночный столбик. В следующую петлю 2 столбика. Итак, повторяем до конца ряда. Одиночный столбик, 2 столбика. Завершили вязание этого ряда, и сейчас в ряду у нас должно получиться 48 столбиков с одним накидом. Соединяем ряд в первую горизонтально лежащую петлю. Донышко для корзинки готово, и мы переходим к вязанию стенок корзины. Вытягиваем петлю на крючке и делаем подъемный столбик. Следующие 4 петли вяжем по одному столбику с накидом.
Вместе с подъемным столбиком получается 5 столбиков. Дальше пропускаем одну петлю и в следующую вяжем пышный столбик, две воздушные петли и пышный столбик. Пропускаем одну петлю и дальше в следующие 5 петель вяжем по одному столбику с накидом. Пропускаем одну петлю и в следующую петлю повторяем вот этот элемент с пышными столбиками. Пышный столбик, 2 воздушные петли и пышный столбик. Дальше пропускаем одну петлю и повторяем вот эту часть вязания. 5 столбиков с одним накидом, пропускаем одну петлю, в следующую петлю вяжем пышный столбик, 2 воздушные петли, пышный столбик и пропускаем одну петлю. Еще раз вместе повторим. Как я уже сказала, после элемента с пышными столбиками мы пропускаем одну петлю и повторяем вязание той части. 5 столбиков с одним накидом. В каждую петлю по одному столбику. Пропускаем одну петлю и в следующую петлю вяжем элемент с пышными столбиками. Пышный столбик, две воздушные петли и в эту же петельку вяжем еще один пышный столбик. Следующую петлю мы пропускаем и снова повторяем вот эту часть. 5 столбиков с одним накидом, пропускаем одну петлю, вяжем элемент с пышными столбиками, то есть пышный столбик, 2 воздушные петли, пышный столбик и следующую петлю пропускаем. Вяжем так до конца ряда. В конце ряда у нас снова 5 столбиков с одним накидом, 1 пропущенная петля, элемент с пышными столбиками и остается 1 пропущенная петля. Делаем соединение в первую горизонтально лежащую петлю.
Соединили ряд и переходим к вязанию следующего ряда. Вытягиваем петлю и вяжем подъемный столбик на другой ряд. Дальше вяжем еще 4 столбика с одним накидом. В каждую петлю по одному столбику. Всего должно получиться 5 столбиков вместе с первым подъемным столбиком. Дальше у нас идет элемент с пышными столбиками. Под 2 воздушные петли повторяем этот элемент. Пышный столбик. Две воздушные петли. И сюда же пышный столбик. Дальше снова вяжем 5 столбиков с одним накидом. В каждую петлю по одному столбику. Связали 5 столбиков. Дальше у нас элемент с пышными столбиками. Под 2 воздушные петли повторяем его. Пышный столбик. Две воздушные петли. И пышный столбик. И дальше до конца ряда повторяем то, что вязали в начале. Снова у нас идут 5 столбиков с одним накидом. И под 2 воздушные петли повторяем элемент с пышными столбиками. И так вяжем до конца ряда. В конце ряда элемент из пышных столбиков и делаем соединение в первую горизонтально лежащую петлю. Вытягиваем петлю на крючке. И делаем соединение. Завершили вязание этого ряда, и следующие 2 ряда вяжутся точно так же, как мы вязали с вами вот этот ряд. То есть нам нужно связать еще 2 таких же ряда, как мы только что с вами связали. Вяжем 5 столбиков с одним накидом.
Дальше под 2 воздушные петли вяжем элемент с пышными столбиками, то есть пышный столбик, 2 воздушные петли, пышный столбик. Дальше снова повторяем 5 столбиков с одним накидом, под воздушные петли вяжем элемент с пышными столбиками. И так до конца ряда. Вяжем еще 2 ряда. Итак, связали еще 2 ряда и делаем соединение в первую горизонтально лежащую петлю. Вытягиваем петлю на крючке и соединяем ряд. Соединили ряд и начинаем вязать снова столбики с одним накидом. Вяжем первый подъемный столбик. Дальше еще 3 столбика с накидом. Первый, второй, и третий. В следующую петлю заводим крючок, вытягиваем нить, провязываем 2 петли на крючке. Дальше под 2 воздушные петли заводим крючок, вытягиваем нить, нить подлиннее, как для пышного столбика, накид на крючок, вытягиваем еще одну нить и провязываем все петли на крючке. Дальше вяжем 16 воздушных петель. Набрали 16 воздушных петель, находим следующие 2 воздушные петли, делаем накид на крючок, заводим крючок под 2 воздушные петли, вытягиваем нить, накид на крючок, снова заводим сюда крючок, вытягиваем нить, накид на крючок, в следующую петлю заводим крючок, вытягиваем нить, провязываем 2 петли на крючке, снова подхватываем рабочую нить и провязываем все остальные петли на крючке. Провязали и вяжем дальше. Нам нужно здесь связать еще 4 столбика с одним накидом. Связали и дальше вяжем элемент с пышными столбиками. Накид на крючок, вяжем первый пышный столбик, дальше 2 воздушные петли и сюда же второй пышный столбик. Дальше вяжем еще 4 столбика с одним накидом, по одному в каждую петлю. И повторяем то, что делали на противоположной стороне. Вывязываем ручку для корзины.
накид на крючок, из следующей петли вытягиваем петельку, провязываем 2 петли, дальше накид на крючок и из-под 2 воздушных петель вытягиваем нити, как для пышного столбика. Одну длинную нить, накид, еще одну нить и провязываем все петли на крючке. Дальше набираем 16 воздушных петель. Набрали 16 воздушных петель. Находим следующий элемент с пышными столбиками и под 2 воздушные петли вяжем. Накид на крючок, вытягиваем нить, как для пышного столбика, накид на крючок, вытягиваем еще одну нить, дальше накид на крючок, в следующую петлю заводим крючок, вытягиваем нить, провязываем 2 петли на крючке и затем провязываем все оставшиеся петли на крючке. Сформировали вторую ручку для корзинки и продолжаем вязать до начала ряда. Здесь у нас получается столбики с одним накидом. Нам еще нужно здесь связать 4 столбика и выполнить элемент с пышными столбиками. Итак, связали еще 4 столбика, выполнили элемент с пышными столбиками и завершаем вязание этого ряда. В первую горизонтально лежащую петлю делаем соединение. Соединили ряд, и нам остается связать завершающий ряд. Завершающий ряд мы будем вязать полустолбиками. Делаем воздушную петлю и начинаем провязывать полустолбики в каждую петлю. Просто в каждую петельку вяжем по одному полустолбику. Петли на ручках также провязываем полустолбиками. В каждую петлю один полустолбик. Вяжем так эту ручку, дальше обвязываем эту сторону, снова ручка и доходим до начала ряда. Простые полустолбики, в каждую петлю по одному полустолбику. Завершили обвязку полустолбиками и ниточку теперь можно обрезать. Вытягиваем ее полностью из петли. Сейчас нам понадобится игла с широким ушком, чтобы сделать соединение. Заводим крючок, точнее иголку, под самую первую петлю и возвращаем в центр последней провязанной петельки и сразу на изнаночную сторону. Дальше хвостик нити необходимо спрятать под петли с изнаночной стороны. Итак, хвостики все спрятаны и корзинка готова. Спасибо, что вязали сегодня вместе со мной, и до новых встреч в новых видео.